Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что спешит в вашу жизнь? Знаки судьбы. Давайте узнаем подсказки карт и останемся реалистами, но с учетом нескольких важных планетарных транзитов нашего времени и тем, что нам довелось с вами прожить в эпоху перемен, и она не проходит за какой-то короткий срок. Давайте рассмотрим альтернативные варианты развития тех или иных ситуаций. Или, допустим, что что-то иррациональное может как раз прийти в нашу жизнь. И на колоде Таро снов в Чаромаркете рассмотрим некоторые позиции. Первая позиция. Чтобы вы могли правильно сориентироваться, потому что отчасти это будет своеобразная сигнификация вас, и вы можете определить, насколько подходят вам эти энергии, которые будут сегодня раскрывать карты. Потому как первая карта – вы и ваша жизненная история. Как видят карты, вас именно в этот период времени. Ту историю, которую вы сейчас проживаете. Каковы энергии, каковы, может быть, вопросы, концепция вопросов. Что вы получите, если будете продолжать в том же духе, в том же ключе? Что вы чувствуете и что спешит в вашу жизнь? Может быть, где-то как подсказки интуиции, то, что вы какую-то прежнюю историю на свои намерения перекладываете, или к чему идут вот предпосылки, и вы где-то ожидаете, что вот ситуация развернется таким вот именно конкретным образом. Вот именно через ваши ощущения. Что же спешит? Подтвердятся ли ваши предположения? Может быть и так. Что вам нужно знать? И для того, чтобы быть, безусловно, счастливым, и мы дополним 3 картами. Первое. Физический комфорт или уровень комфорта, по мнению карт, который вам совершенно необходим сейчас. Уровень безопасности, который вам тоже необходим. И достанем 3-ю карту. Уровень риска, который вы можете себе позволить. Вот какая-то реальность же есть, правда? Обстоятельства, которые тоже спешат в вашу жизнь. Вот внешние какие-то факторы, которые могут на вас воздействовать. Ваше окружение. Или как оно может меняться. Или вообще о чем-то нам скажут, ведь правда? Или что это будет наиболее важным в этот период, может быть. И знаки судьбы, в чем они. Итак, давайте смотреть, как видят карты вашу сегодняшнюю ситуацию, император. Здесь может быть, знаете, какие-то важные согласования в высоких инстанциях, или, может быть, это какая-то задумка ваша по части какого-то договора, пересмотра контрактов, у кого-то контракта брачного, у кого-то рабочие вопросы, когда вы хотите подписать или пересмотреть свой трудовой договор с большими плюсами для самого себя. По этой карте согласование может быть и по недвижимости тоже, когда мы вынуждены идти к чиновникам. В принципе, для вас о чем? Как видят вот этот период именно карты. Есть какие-то контакты с тем человеком, может быть, который достаточно несговорчив, который на своей волне. Это может быть как и чиновник, и вам как будто нужно разобраться тогда, получится или нет у меня осуществить какой-то проект. Или это может быть конкретный человек, вот такой властный император, с которым очень сложно договориться. Потому что, с одной стороны, он видит какую-то свою букву закона. С другой стороны, это и вы видите, что есть какая-то возможность, но пока эта возможность непонятная. Получится у меня что-то осуществить или нет? Получится у меня, может быть, что-то купить, продать, да, или наоборот. Получится ли взаимодействие с конкретным человеком, может быть, и в личной жизни? Почему я так говорю? Потому что в этой колоде у нас еще буква иврита «хе», которая означает окно. Вот вы вроде бы как видите это окно, но это еще пока не дверь. И вроде бы есть перспективы, но конкретики нет. И вы словно заложник либо каких-то важных решений, или оформления каких-то бумаг, документов, или конкретных взаимоотношений. Вот такое может быть даже в личной жизни. Давайте мы пойдем дальше. Что же вы получите, если будете продолжать в том же ключе?
я должна сказать, тут ничего нового вы не получите, мои дорогие тельцы. Тут будет какая-то прежняя история. Может быть, вы хотите как раз продолжать взаимоотношения с человеком. И тогда примите к сведению, что все как было, так оно и останется. Здесь вряд ли что-то будет меняться. Сама по себе карта очень приятного эмоционального состояния. И нам даже, может быть, очень хочется нырнуть, ну, в какую-то ностальгию или в приятные эмоции, может быть, то место, где мы были. У кого-то будет путешествие в те места, где вам наиболее комфортно, или места силы. Вот это все может быть как раз до конца года. Когда вы встретитесь с теми людьми, которых вы уже знали, это могут быть и совершенно люди, те, которых вы не видели долгий период времени. Это могут и близкие ваши быть, которые с вами на расстоянии, например. Судьба так развела, и вы как раз будете думать, как это мне, может быть, визу получить и как раз поехать к детям, или наоборот, дети к родителям. У кого-то банально может и так проиграться. Приятное общение. Но сказать, что какое-то движение вперед есть, нет. Вот ни одна, ни вторая карта, потому что император либо буква закона, либо решение конкретного человека. Ну, как ни крути, шестерка кубков больше о том, что нам известно. Но это не есть какой-то прогресс. И поэтому ничего не меняется. Вот все где-то прогнозируемо. Вот в этом контексте однозначно. Что вы чувствуете или что спешит в вашу жизнь на самом деле? А выбор какой-то нужно делать. Выбор по части благополучия, причем, знаете, так детализировать. Венера в Скорпионе. С одной стороны, какие-то эмоции вас могут словно держать в заложниках. Может быть, и не только эмоции, какие-то блага. У нас тут все-таки 7 кубков, и в каждом кубке какое-то свое благо, правда? А вам выбрать делать-то придется все-таки. Вы чувствуете, что, да, есть какая-то составляющая вашей жизни, которая для вас очень важна. Может быть, она через конкретного человека. Или у кого-то, может быть, это ваш бизнес, ваши какие-то дела, продвижение, работа. Может быть, это вы внутренне чувствуете, что я сейчас не готов и не хочу что-то менять. Мне, наоборот, вернуть что-то хочется. Вот для кого-то такие энергии, когда мы пытаемся что-то вернуть. Тогда примите к сведению, не самый подходящий период что-то возвращать. Но если мы говорим, что спешит вашу жизнь, а ничего не спешит. Вам какой-то вывод надо делать или выбор. И, видимо, пока вы его не сделаете, какая-то концепция перемен, которых хотите вы, она не наступит. Я должна сказать, что в целом период ноябрь-декабрь как раз для вас планетарно может проиграться со знаком плюс более чем. Очень добрый период, когда могут вернуться и люди из прошлого, или взаимоотношения с тем человеком, пусть даже в личной жизни, которого вы знали очень хорошо. Они могут быть пересмотрены. Но выбор все равно вот вы как будто должны делать, мои дорогие тельцы. И пока вы его не сделаете, пока будет какая-то в вашей душе внутренняя разобщенность, или когда вы будете словно заложники собственных иллюзий, а идти вперед придется, на иллюзиях далеко не уедешь. Поэтому вряд ли получится построить какую-то новую надежную концепцию. По крайней мере, я вижу так. Выбор какой-то, тем не менее, у вас есть, причем достаточно спокойный. Но, может быть, человек сложный или ситуация какая-то сложная. Но сказать, что какие-то тут превратности по этим 3 картам в период до конца года, нет, мои дорогие тельцы. Я этого сказать не могу. Давайте узнаем, что же вам нужно знать, чтобы быть счастливым. Но это все то, что я говорила, карта повешенная. Может быть, кстати, очень символично Нептун. И я вам могу даже дать такую подсказку, что, скорее всего, в декабре я могу предположить, либо вам надоест быть вот в этом подвешенном состоянии, или как будто опущенным на глубину, да. Это эмоции. С одной стороны, мы сказали, нам, когда мы находимся на глубине эмоций или даже сами хотим опуститься, насладиться каким-то моментом, нам это нравится. Может быть, по любви, по взаимоотношениям, по общению с нашими близкими, родными или с теми, кого мы хорошо знаем. Но нам все равно надоедает быть в этом перевернутом состоянии и на этой глубине находиться. Пора всплывать, иначе воздуха не хватит, буквально, мои дорогие. И очень символично, опять же, Нептун в декабре до 7 числа
планета Нептун у нас находится в знаке зодиака Рыбы в обратном движении. И с 8 числа это будет прямое движение. Это самое прекрасное время в декабре решиться на что-то. Или выйти из собственных иллюзий. Или когда мы прежде, ну, может быть, интуитивно и понимали, что не, надо действовать вот по-другому. А вот как раз связь с прошлым нас где-то тормозила. Или мы не хотели с собой рисковать. То здесь как раз переход Нептуна из ретро в прямое движение, в директное, в декабре может означать тот период, когда у вас будет больше уверенности. Или, может быть, вы получите какое-то важное известие, бумагу, который будет вас как раз и подталкивать подниматься наверх. Какой-то путь наверх, он абсолютно точно должен у вас состояться. Почему я для нашего видео и не ставлю временных рамок, я говорю в целом, до конца года. А у кого-то это может произойти, и я могу предположить, и в ноябре, но для кого-то проиграется вот конкретно то, что нам говорит карта. Давайте мы узнаем вот ту детализацию, 3 карты, которые я доставала. И первая наша карта, она касается вашего физического комфорта, в котором вы находитесь. И нам конкретно карта говорит, что выбор придется делать. И с одной стороны, пока ты не сделаешь этот выбор, не будет у тебя больше уверенности в себе или больше спокойствия, больше гармонии в вашей душе. Если мы дальше говорили или спрашивали уровень безопасности, это как раз ваш знак зодиака, мои дорогие, вера. Так выглядит аркан Иерофант. Это то, что по закону все должно быть. И поэтому все то, что подкреплено документами, мои дорогие, или когда с уважением традиции, с уважением ну, какого-то порядка, который принят в обществе. Вот если это все делается последовательно, то для вас это безопасно. И конкретно уровень риска не должно быть, если все делается по закону, то тогда тоже риска нет никакого. Вы собой рисковать действительно не можете, как и не своим где-то. Ну, комфорт зависит лишь от вашего эмоционального состояния, то уровень безопасности и уровень риска напрямую зависят от каких-то согласований, может быть, в высоких инстанциях, от подписания важных документов, и у каждого будет по-своему. У кого-то это договор по работе, у кого-то брачный договор, к примеру. Но, значит, и взаимоотношения личные здесь тоже, как по справедливости, должна быть какая-то гармония. Вы можете чувствовать себя сами, что пока я не составлю какой-то важный документ, или пока какая-то бумага не будет подписана, я не буду себя чувствовать в безопасности. Всплывать как будто, да, с учетом аркана повешенный, он именно погружен на глубину. Очень символично, потому что как и знак рыбы, так и в правом верхнем углу мем это обозначает вода, как погружение. Поэтому чересчур погружаться, может быть, в некоторые вопросы и не стоит. А если есть какая-то не пустое ожидание, а именно вынужденная пауза, когда мы ждем, будут составлены эти документы или нет, тогда нам карты подсказывают, что ты как раз и ориентируешься. Если это отношения в личной жизни, как далеко готов зайти партнер, готов ли он оформить какие-то бумаги, документы, которые касаются, может быть, вас самих, но для вас они будут иметь или означать какой-то уровень безопасности, стабильности, надежности, может быть, и по части отношений, может быть, это какой-то вопрос по вашему жилью, который тоже должен быть оформлен максимально правильно. И, значит, читайте, что написано разным шрифтом, что прописано, может быть, на бумаге, если вы составляете банковские договоры какие-то, такое тоже может быть. Опять же, вот это согласование, как будто нам 2 карты выпадают, и даже, я бы сказала, карта императора, это ведь тоже, ну, где-то система иерархии. Это наш закон, который мы уважаем. Вот тут трижды нужно уважать и от этого отталкиваться. Есть какая-то концепция, мои дорогие, которая для вас означает именно надежность через составление каких-то важных документов. Все то, что говорит или говорят на словах, не что иное будет, как 2 мечей. Но чтобы не было в дальнейшем вот каких-то ненужных сомнений, вы и должны что-либо оформить. Или, кто знает, сделать какой-то важный выбор, чтобы не было иллюзий. Давайте пойдем дальше и посмотрим, что для вас, мои дорогие тельцы, будет в обстоятельствах. Здесь может быть банально, как ситуация нового социума.
или у кого-то в семье вопросы с детьми, или это могут быть для кого-то, если это бизнес, вы будете искать людей для того, чтобы именно обустроить свое дело, кто будет с вами взаимодействовать. Но это на ступеньку как бы ниже все-таки у нас паж жезлов. Или вы сами можете принять какое-то новое решение и уже дальше где-то будете рассматривать для себя новые варианты. У кого-то из вас это как внутренние инсайты. И хоть мы и спросили, какая обстановка, новая какая-то обстановка в целом может быть и потребовать от вас, может быть, важных решений. А для кого-то из вас, если вы оказываетесь в новом социуме или какая-то, как обстоятельства вас окружают новые, тогда тоже оттолкнитесь от того, что какие-то важные документы должны вас словно подстраховывать. Давайте мы уточним, чего это может касаться, потому что это в целом не очень информативно. А вот какого-то нового пути. По этой карте может проиграться даже и переезд, правда, потому что шут, как раз нулевой аркан, очень часто сопровождает поездки. И, может быть, какие-то важные встречи. Может быть, то, что я сказала, ваша новая концепция, как вы будете продолжать бизнес, или для кого-то смена работы, и это будет новый коллектив. И тогда это вы будете где-то себя чувствовать неуверенно, может быть, находясь в новом коллективе, или для кого-то из вас, когда вы вообще уедете куда-то далеко. И вот так с нуля вам придется отстраивать, еще предстоит свое благополучие. И обратите внимание, мои дорогие тельцы, Уран и Уран до 30 января в вашем знаке зодиака, в ретродвижении, извините, а как раз в директное прямое перейдет в феврале. И значит, часть вопросов, вот как нам сказали, по Нептуну, часть вопросов будет решена в декабре. Или будут, по крайней мере, такие возможности. Но какая-то часть вопросов с кардинальной вашей перестройкой будет произведена, скорее всего, январь, февраль и, возможно, даже с заходом на март. Вот примите это к сведению тоже. Но идти вперед придется. И окружение, скорее всего, вы тоже поменяете. У кого-то это будет связано с переездом, у кого-то будет связано с работой. У кого-то, может быть, изменения в личной жизни. Более того, еще придется кому-то сесть за парту. Банально у кого-то учить язык, а для кого-то из вас адаптировать себя в некоторых финансовых рабочих вопросах к тому, чтобы иметь возможность зарабатывать и увеличивать свой доход, материальное благополучие. Может быть, это банально, какие-то курсы у кого-то проиграются, и тоже тогда новая концепция ваших решений. Жезлы выпадали, жезлы – это дела, работа, бизнес и деньги. Новые способы заработка, как будто я могу предположить. И причем вы с какой-то решимостью это будете делать. Поэтому лед словно у вас тронулся, и окружение ваше не останется прежним. Оно тоже будет меняться. Что же это еще может быть? По обстановке дворец жезлов. Вы знаете, по дворцу жезлов вы будете отстраивать новую концепцию заработков, это точно, вашего дохода. И вот этот как раз уран, который вам выпал, мы ожидаем в этот период, как я уже сказала, сменные на валютных рынках, сменные на каких-то, вообще, может быть, как система на рынках фондовых, система взаиморасчетов, может быть, электронные деньги. Что-то в мире, как вот глобально, система тоже сама по себе меняется, пересматривается. И вам придется себя как и адаптировать, как и учиться, так и себя организовывать на какой-то новый проект. Именно единственная колода карт, где дворец. И ни в одной колоде нет такого значения. Дворец имеется в виду, это как дом нашего пребывания. А жезлы, как я уже сказала, дела, работа, бизнес. Поэтому где-то для вас вопросы заработков, вашего творчества, вашей популярности, они будут на первом месте. И это все будет как обстоятельства какие-то или возможности как раз перед вами такие открываться. По части заработков однозначно плюс. Ваше окружение. Вы можете устать от своего окружения. С одной стороны, вы можете устать от того, что ничего не меняется, вот запросто. И вот этот гнет, который буквально давит, нет сил уже не терпеть, не выносить. И вам тогда скорее захочется сменить это окружение. Где-то мы говорили про окружение, что новые люди будут, поскольку, ну, паж жезлов отчасти нам об этом говорит, вместе с нулевым арканом тоже. Тут и материализм, и, может быть, для кого-то из вас
обстоятельства как раз будут вынуждать сменить ваш уровень общения. Уровень общения уже не на той лестнице иерархии, а подняться немного выше. По десятке жезлов, если мы говорим о вашем окружении, о вашем социуме, вам самим может что-то банально надоесть настолько, что как через какие-то обязательства на вас давит, гнетет, не дает возможности вам что-то предпринять. И не случайно, с одной стороны, это вроде знак Стрельца, а с другой стороны знак Сатурна. Это какая-то обязаловка, мои дорогие. И что же с вашим окружением? Да, вы можете даже сбежать, мои дорогие, от вашего окружения, или для кого-то захочется, потому что по Луне сильные где-то предчувствия или, как подсказки интуиции, говорят, что обстановка меняется. Водолей, мои дорогие, эпоха Водолея. А как раз по мечам мы хотим, где-то забрав свое, идти в другом направлении. Может быть, кто-то вас, мои дорогие тельцы, именно по окружению, ну, так несколько разочарует. И вы посчитаете, сколько я вкладывался или вкладывалась, и что я в результате получил. И вы будут, видимо, те факторы, когда вы захотите несколько отойти от тех контактов, с которыми вы прежде как раз, может быть, вели активное общение. Что же это может быть еще? И вот она, Луна. Вообще очень хорошо работает интуиция. С другой стороны, это, может быть, вы оказываетесь в таких условиях, когда по Луне мы не должны собой рисковать. Пусть не в этой колоде, в другой. Мы находимся в той обстановке, как нас окружают люди. Либо они говорят на других языках, либо они словно сами хамелеоны, мы на них не можем понадеяться. Вот что-то подобное у вас, именно все три карты в этом ключе выпадают. Вы вынуждены себя сберегать. Может быть, и будет то общение, которое вы вынуждены продолжать без особого энтузиазма, и тогда вы будете минимизировать свои затраты как и по энергии, так и по времени общения с какими-то персонами. Но, может быть, и есть такие люди, от которых вы пока еще не можете отказаться, потому что какая-то ваша дальнейшая концепция, она не прояснена. Она не прояснена настолько, что вы думаете, ну, как сродни тому, что мне этот человек не приносит вдохновения, но я знаю, что а вдруг он мне пригодится. Очень рационально вы будете, именно потому что себе не захочется навредить. Основная концепция. Что же еще ваше окружение? Вы знаете, какая-то пауза будет. И, может быть, для кого-то из вас это пауза, которой вы должны определиться. Хотя по этой карте это карта надежности. Или вы будете, исходя из того, что на кого я могу опереться, фильтровать свое окружение. Вот такое тоже могу предположить. Знаки судьбы, с чем это связано? Вот смотрите, вопросы любви для вас, мои дорогие тельцы, и не случайно Венера, пусть в знаке зодиака Рак, но это чувства, эмоции. Вам хочется больше добрых эмоций, причем искренних эмоций, или тех людей, на кого вы можете положиться. Может быть, и есть у вас какие-то контакты. Для кого-то есть и вроде бы не один и не одна, а есть какой-то человек, но нам показали императора, который в первую очередь занимается самим собой. И у кого-то в личной жизни этот император проиграется, и вы можете прочувствовать, пусть это даже женщина, которая на своей волне, которая, ну, вот ее какие-то приоритеты, это задача номер 1, и 2, и 3, и 4, и так далее, и все. А ваших каких-то переживаний в ее жизни нет. Она в энергиях будет императора. У кого-то, мои дорогие тельцы, может так проиграться. Опять же, мы все разные, мы смотрим не по полу карту, а именно по энергетике. А вам захочется совершенно чего-то другого. Но именно будет в переменах концепция личной жизни. Про финансы, про работу нам сказали, что у вас тут что-то со знаком плюс, причем с хорошим стартом. А что же тогда за знаки судьбы в личной жизни? С одной стороны, да, что-то ломать, крушить не хочется. По четверке монет хочется оставить все так, как есть, забыться и не действовать. А у вас на кону императрица. Где-то это ваша энергия, опять же, Венера. И вот эта любовь, вот это взаимодействие, оно не должно напоминать игру в одни ворота. И для кого-то из вас это будет побудительным мотивом, может быть, как раз и начать пересматривать личную жизнь, некоторые вопросы.
С учетом аркана императрицы нам снова говорят, с деньгами будет более чем порядок. Но для вас, мои дорогие тельцы, видимо, прекрасное время сделать что-то для себя со знаком плюс. Посмотрите, как символично. Вверху у нас символ Венеры, вашей Венеры, мои дорогие, планета-управитель и карта любви, искренних отношений. Старший аркан, императрица, опять же Венера. И это благополучие. Это и вопросы дома, и вопросы взаимоотношений, вопросы с детьми, или для кого актуально, я жду ребенка. И опять Венера, но конкретно деньги. Вот такой шикарный баланс, как знаки судьбы, вы что-то можете для себя отстроить. Но выбор придется делать, понимаете? Опять же Венера, вам в какую сторону? Может быть, и есть то, что должно быть продолжено, мы все же все разные. Но и возможности какой-то новой не упустить. Самое главное, наверное, вы должны быть счастливы. И это подтверждает аркан императрица. Но сказать, что спешит в вашу жизнь? Вообще вот само счастье спешит. Хотя оно не говорит, что от нашего какого-то бездействия этого счастья будет больше. Выбор все же вам придется делать. Может быть, у кого-то и по части личной жизни. Но есть и то, безусловно, что вы должны сохранить и продолжить. Основная концепция, помним, себе не навредить. Буквально бумаги, закон вам помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.